Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о древних городах майя, а также расскажу вам о том, как они перекликаются с другими загадочными цивилизациями Мезоамерики, Южной Америки и даже далекой Юго-Восточной Азии. Мы погрузимся в мир Паленке, Кохкера, Ольмеков, затронем новые открытия в Амазонии и разберем самые смелые теории о том, кем были эти древние народы и какие тайны они унесли с собой. Это не просто рассказ о руинах. Это размышление о том, насколько сложной и многогранной может быть история человечества. Поехали! Начнем с Палянки, или как его называли сами майя, Лакамаха, Большая вода. Этот город, затерянный в джунглях мексиканского штата Чьяпас, настоящая жемчужина цивилизации майя. Когда я впервые оказался там, меня поразила не только красота храмов, но и ощущение, будто время здесь остановилось. Паленки – это не просто развалины. Это место, где чувствуешь связь с чем-то великим, почти космическим. Храм надписей, возвышающийся над зеленью джунглей, один из самых известных памятников майя. Именно здесь, в 1952 году, археолог Альберто Рус обнаружил гробницу Пакаля Великого, правителя, чья жизнь и смерть окутаны легендами. Гробница Пакаля – это не просто археологическая находка, это настоящая сенсация. Саркофаг украшен массивной каменной крышкой с резным изображением, которое до сих пор вызывает споры. Официально считается, что на ней изображен Пакаль, спускающийся в подземный мир или возносящийся к небесам. Но в 1960-х годах некоторые исследователи вроде Эриха фон Деникена начали утверждать, что это изображение космонавта в кабине космического корабля. Звучит безумно, правда? Но если присмотреться, можно увидеть фигуру, окруженную чем-то, напоминающим рычаги, пламя и даже шлем. Я не говорю, что это доказательство инопланетян, но сама идея заставляет задуматься. Что, если майя знали больше, чем мы думаем? Их астрономические календари, невероятно точные, и сложные математические системы до сих пор поражают ученых. Может, их знания пришли не только из наблюдений за звездами? Паленки уникален не только гробницей Пакаля. Город славится своими барельефами, которые рассказывают истории о правителях, богах и ритуалах. Например, храм Креста и храм Солнца украшены сценами, где боги передают власть людям. Эти изображения настолько детализированы, что кажется, будто майя хотели оставить послание для будущих поколений. И вот что интересно. Паленки был заброшен около 800 года нашей эры, как и многие другие города майя. Почему? Экологический кризис, войны, изменение климата? Или, как предполагают некоторые, миграция в поисках новых земель? Это одна из тех загадок, которые делают Паленки таким притягательным. Теперь перенесемся на другой континент, в Камбоджу, к древнему городу Кохкер. На первый взгляд кажется, что майя и кхмеры, создавшие Кохкер, жили в совершенно разных мирах. Но когда я начал сравнивать эти культуры, меня поразили их сходства. Кохкер, как и Паленки, был столицей Великой империи, правда не майя, а кхмерской, в X веке нашей эры. Этот город, затерянный в джунглях, поражает своими пирамидами, особенно Прасад Том, семиярусной пирамидой, которая выглядит как портал в другой мир. В отличие от Паленки, где преобладала астрономическая и мифологическая символика, Кохкер пропитан индуистской и буддийской философией. Но вот что объединяет эти города. Оба они были центрами власти, знаний и духовности. Прасад Том, главная пирамида Кохкера, это не просто архитектурное сооружение. Она символизирует гору Меру, центр вселенной в индуистской космологии. Майя тоже строили свои храмы как отражение космоса, где каждый уровень пирамиды соответствовал слоям небес или подземного мира. И в Паленке, и в Кохкере правители считались божественными посредниками между людьми и богами. Это заставляет задуматься, почему столь разные культуры, разделенные тысячами километров и океанами, пришли к похожим идеям. Может, это просто универсальные человеческие архетипы? Или, как предполагают сторонники теории палеоконтакта, некие общие знания, переданные извне? Я не сторонник конспирологии, но такие совпадения интригуют. Кохкер, как и Паленки, был заброшен. К X веку он потерял свое значение, уступив место Анкору. Причины? Возможно, политические интриги или истощение ресурсов. Но что делает Кохкер особенно интересным, так это его удаленность. Даже сегодня добраться туда – целое приключение. Джунгли поглотили город, и только благодаря современным технологиям, вроде лидара,
мы начинаем понимать, насколько он был грандиозным. Лидар, кстати, это настоящая революция в археологии. С помощью лазерного сканирования ученые обнаружили под джунглями целые сети дорог, каналов и храмов, которые раньше были невидимы. Это как рентген для прошлого, и он переворачивает наше представление о древних цивилизациях. Теперь вернемся в Мезоамерику, к ольмекам, одной из самых загадочных культур региона. Ольмеки жили задолго до майя, примерно с 1200 по 400 год до нашей эры, и считаются материнской цивилизацией Мезоамерики. Их влияние на майя, ацтеков и другие народы огромно. Ну что мы знаем об ольмеках? Их самые известные памятники – колоссальные каменные головы, высеченные из базальта. Когда я впервые увидел фотографии этих голов, меня поразила их реалистичность. Это не абстрактные образы богов, а портреты конкретных людей, возможно, правителей или жрецов. Каждая голова весит от 6 до 50 тонн, и их транспортировка через джунгли – это уже само по себе инженерный подвиг. Но ольмеки – это не только головы. Они создали сложные ритуальные центры, такие как Сан-Лоренсо и Лавента, где проводились церемонии, связанные с игрой в мяч и жертвоприношениями. Игра в мяч, кстати, была не просто спортом. Для мезоамериканских культур она имела сакральное значение, символизируя борьбу света и тьмы. Ольмеки также заложили основы письменности и календаря, которые позже усовершенствовали майя. Но вот что интригует. Ольмеки исчезли, и их культура угасла задолго до расцвета майя. Почему? Эпидемии, войны, экологические катастрофы? Или, как предполагают некоторые, они мигрировали, растворившись в других народах? Интересно, что ольмеки, как и майя, оставили следы, которые подпитывают альтернативные теории. Например, некоторые исследователи отмечают, что черты лиц на каменных головах напоминают африканские или даже азиатские. Это породило гипотезы о трансокеанских контактах задолго до Колумба. Наука пока скептична, но находки вроде керамики с азиатскими мотивами в Южной Америке заставляют задуматься, а что если древние народы были гораздо мобильнее, чем мы думаем? Теперь давайте заглянем в Амазонию. Долгое время считалось, что джунгли Амазонки были домом лишь для небольших племен. Но последние открытия перевернули эту картину. Благодаря лидару археологи обнаружили целые города, дороги, каналы и террасы, которые указывают на существование развитых обществ с населением в миллионы человек. Например, в Боливии найдены следы цивилизации, которая строила пирамиды и монументальные сооружения еще в 600 году нашей эры. А геоглифы в Бразилии, напоминающие Стоунхендж, говорят о том, что амазонские народы имели сложную космологию. Эти открытия заставляют переосмыслить не только Амазонию, но и всю историю Южной Америки. Если там существовали мегаполисы, то почему они исчезли? Одна из теорий – экологический коллапс. Амазонские цивилизации активно вырубали леса, создавая сельскохозяйственные террасы, что могло привести к эрозии почвы и голоду. Другая гипотеза – эпидемии, принесенные европейцами в XVI веке. Но есть и более смелые идеи. Некоторые исследователи связывают амазонские города с легендами об Эльдорадо, мифическом городе золота. Может, Эльдорадо – это не сказка, а отголосок реальных цивилизаций, чьи богатства поразили конкистадоров. И вот мы подходим к самому интригующему – теориям, которые выходят за рамки официальной науки. Давайте поговорим о гипотезах, которые будоражат умы. Одна из них – связь древних цивилизаций с Атлантидой. Платон описывал Атлантиду как высокоразвитую цивилизацию, исчезнувшую около 9000 лет до нашей эры. Некоторые исследователи считают, что майя, ольмеки или даже амазонские народы могли быть наследниками технологий Атлантиды. Звучит фантастично, но находки вроде подводных структур у берегов Кубы или Бимини подпитывают эти теории. Другая популярная идея – палеоконтакт. Мы уже упомянули крышку саркофага Пакаля, которую интерпретируют как изображение космонавта. Но есть и другие примеры. Например, наскальные рисунки в Перу или золотые фигурки из Колумбии, напоминающие самолеты. Сторонники теории инопланетян утверждают, что древние народы могли общаться с внеземными цивилизациями, которые передали им знания. Официальная наука, конечно, считает это вымыслом, но такие идеи заставляют задуматься. Почему так много культур изображали небесных учителей? И, наконец, теория полой Земли. Некоторые энтузиасты верят, что древние цивилизации, включая майя, знали о подземных мирах, где скрывались высокоразвитые общества.
В мезоамериканской мифологии подземный мир Шибальба играл ключевую роль, и пещеры считались порталами в другое измерение. Может, это просто метафоры? Или отголоски реальных знаний? Так что же объединяет Паленки, Кохкер, Ольмеков и амазонские цивилизации? Все они показывают, что древние народы были гораздо умнее и изобретательнее, чем мы привыкли думать. Они строили города, которые соперничали с современными мегаполисами, создавали сложные календари, изучали звезды и, возможно, знали о мире больше, чем мы можем себе представить. Новые технологии, вроде лидара, открывают перед нами их секреты, но с каждым открытием появляется еще больше вопросов. Мое путешествие по этим местам заставило меня задуматься, что если история человечества – это не линейный прогресс, а сложная мозаика, где великие цивилизации поднимались и падали, оставляя нам лишь фрагменты своих знаний. Может, Пакаль Великий, глядя на звезды, видел не только богов, но и будущее, которое мы только начинаем понимать. Или, возможно, все эти загадки – просто отражение нашей собственной жажды знаний, нашего желания найти смысл в прошлом. Друзья, что вы думаете об этих цивилизациях? Верите ли вы в альтернативные теории или считаете, что все объясняется наукой? Пишите в комментариях, делитесь своими идеями, и если вам понравилось это путешествие в прошлое, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще больше загадок и открытий. До встречи в следующем видео.